Всем привет, друзья! Это 4-й выпуск моего проекта о Первой Республике Армения. На сайте, ссылка в описании, вы найдете все видео по этой теме, а также краткие исторические статьи, пересказывающие содержание роликов в текстовом формате. В этой серии мы поговорим об экспансии Нахичеван, национальных выборах и обороне Карабаха и Зангезура. Если вам нравится проект, поддержите его лайком и подпиской, а также можете помочь материально через Boosty для стран СНГ, через Patreon для международной аудитории или разовым донатом через Donation Alerts. Приятного просмотра! Республика Армения с момента своего образования оставалась в кольце враждебного мусульманского окружения. Миллионы мусульман проживали в соседних провинциях Турции и Азербайджана, а в южной части самой Армении, в долине реки Аракс, доминировало около 300 тысяч человек. Хотя армяне численно превосходили мусульман в Ереванской губернии, в целом татары контролировали большинство сельских районов, основные пути сообщения и южные уезды – Сурмалинский, Шарура-Даралагяский и Нахичеван. Азербайджан предъявлял серьезные претензии на весь регион, поддерживаемый агентами из Баку и оставшимися турецкими офицерами. Несмотря на это, армянское правительство считало необходимым установить контроль над богатыми землями до персидской границы. Первые попытки продвижения на юг начались сразу после окончания Первой мировой войны. В ноябре-декабре 1918 года вооруженные отряды турецких армян из Сасуна и Муша изгнали жителей нескольких мусульманских сел в Даралагязе и поселили там 15 тысяч беженцев. Обеспечив безопасность горного пути из Еревана в Зангезур, около 100 тысяч армянских жителей южных уездов бежали во время турецкого наступления 1918 года. После Мудровского перемирия они требовали военной защиты для возвращения. В декабре 1918 года небольшие армянские подразделения провели первые караваны беженцев через Аракс в Игдыр, центр Сурмалинского уезда. 8-й пехотный полк, около 1000 человек, выставил гарнизоны до персидской границы. Но Аванес Ахвердян не мог выделить дополнительные силы. К середине декабря армянские части достигли южной границы Ереванского уезда и готовились войти в Шарур. Но в это время вспыхнула армяно-грузинская война в Лоре, и наступление было временно приостановлено. В январе 1919 года, после вмешательства союзников и окончания двухнедельной войны с Грузией, генерал Ахвердян подготовил силы для возобновления наступления на Шарур. Однако представители мусульман Шарура и Нахичевани предложили переговоры, и кабинет Кочезуни согласился приостановить марш на 10 дней, обещая соблюдать права всех жителей. 18 января через армянские позиции прошел британский капитан Лотен, который 21 января, вернувшись из Нахичевани, потребовал от имени Великобритании прекращения военных действий. Армянское правительство уступило, не имея достаточных сил против 10 тысяч вооруженных мусульман. 26 января 1919 года генерал Джордж Форести Уокер на штабной конференции назначил Лотена военным губернатором Нахичевани с местным званием подполковника и направил роту из 82-й бригады. Официальная инструкция от 26 января 1919 года предписывали Лотену сотрудничать с местной шурой, поддерживать порядок до решения Парижской мирной конференции и определять границы губернаторства. В инструкциях также говорилось: если вы сочтете, что необходимость поддержания порядка требует от вас расширения вашей северной границы с целью включения территорий с преобладающим мусульманским населением, вы проинформируете об этом армянское правительство и, если оно не выразит возражений, расширите границу. Если армянское правительство будет возражать, вопрос будет передан в штаб дивизии. 1 февраля британский генерал Верни Ассер разъяснил армянскому правительству временный характер мер. 6 февраля Форести Уокер одобрил расширение губернаторства на южную часть Ереванского уезда с армянскими чиновниками без вооруженной поддержки и приказал армянской армии отступить к 8 февраля. 10 февраля армянская колонна отступила к Камарлу. В феврале был запрещен армянский гарнизон в Сурмалу, что вызвало жалобы Ахвердяна на угрозу существования республики. Кабинет Кочезуни безуспешно пытался организовать репатриацию беженцев через британцев, но полковник Лотен предостерегал от преждевременных действий. Американские миссионеры и майор Гиббон также не смогли добиться успеха. В отчете министра иностранных дел Тиграняна армянской делегации в Париже звучала горечь. Таким образом, Шарур и Нахичевань также были отобраны у нас, пусть и временно, и превращены в британское военное губернаторство на манер Карса.
Нас даже принудили вывести войска из района Ведибасар, лежащего на нашей стороне этой границы. Турки ведут согласованную подготовку, чтобы сыграть в ту же игру в Сурмалу. Карабах присоединяется к азербайджанскому генерал-губернаторству под британским покровительством. Ахалцих, Ахалкалак, Батум – все они попали под власть туранцев Карса, которые изгнали грузинские гарнизоны. И вот, в эпоху британских командующих, тюркизм Закавказья пользуется условиями даже более благоприятными, чем во время победоносной германо-османской оккупации. Таковы факты и реалии, вызывающие у нас серьезные опасения и глубочайшее огорчение. Основная причина этого, конечно, заключается в относительной слабости находящихся здесь английских вооруженных сил. Подобно тому, как Германия уступала требованиям и прихотям турецких командиров прошлым летом и осенью, так и английские генералы теперь отступают перед агрессивными замыслами и действиями, приводимыми в движение османскими офицерами. Зафиксированные здесь факты свидетельствуют не только о бессилии Армении, но более того, они знаменуют собой падение Англии. Ибо британские военные губернаторства – суть не что иное, как вуали, тонкие и прозрачные, под которыми ясно проступают реальная турецкая власть и сила. Поворот в британской политике произошел весной 1919 года под руководством генерала Уильяма Томпсона. К марту разведка выявила османские влияния через местных лидеров и азербайджанских агентов. 16 марта Томпсон направил индийские пополнения 2 роты 1-го батальона 2-го раджпутского полка, а подполковник Симпсон сменил Лотона в начале апреля. На конференции в Батуми 2-3 апреля 1919 года было решено: военное губернаторство Нахичевань будет упразднено, а район передан армянскому правительству, чтобы обеспечить вывод британских войск к 30 апреля 1919 года. Это должно быть сделано в консультации с армянским правительством и после ареста Карской шуры. Армянское правительство планировало создать провинцию с уездами Гахтан, Нахичевань и Шарур. Губернатором назначен Геворг Шаршамян. Генерал Дро предлагал трехэтапное наступление, но Томпсон 23 апреля отверг его планы, настаивая на мирном подходе и ограниченных силах. Используемые силы излишне велики. Это может вызвать проблемы, так как выглядит провокационно. Предложение о разоружении жителей нецелесообразно и не должно предприниматься. Задачей является репатриация беженцев всех национальностей. Я считаю, что сил в 2000 пехотинцев, 2 полевых орудий и эскадрона кавалерии должно быть достаточно. Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать конфликта. Армянскому правительству следует организовать гражданскую администрацию из тщательно отобранных способных людей. Для гармоничной работы в этот совет или временную администрацию целесообразно назначить представителей местного элемента. Азербайджанский посланник Хан Текинский активно противодействовал с марта 1919 года. Он шифрованными депешами информировал Баку, призывая к сопротивлению. 16 апреля он предупредил о возможной аннексии. 29 апреля требуя войск и добровольцев. Ответы из Баку 5 и 18 мая обещали лишь протесты, но не прямую помощь. 3 мая 1919 года Дро обнародовал декларацию. Война окончена, страдания и пытки народа должны прекратиться. Все земли, незаконно захваченные на территории нашей республики, должны быть возвращены их исконным владельцам. Все граждане, которые осмелятся сопротивляться этому законному желанию трудящихся, будут немедленно наказаны. Села, которые окажут сопротивление, будут объявлены вне закона и преданы огню и мечу. Наступление временно приостановилось 7 мая из-за событий в Зангезуре, но после переговоров Хатисяна с Томпсоном возобновилось. 13 мая Хатисян и Деви прибыли в Нахичевань, где мусульманские лидеры уступили под британским давлением. 20 мая первая армянская рота вошла в город. Британцы завершили эвакуацию к 7 июня 1919 года, оставив лишь небольшие миссии. Летом 1919 года тысячи беженцев вернулись в Карс, Нахичевань, Шарур, Сурмалу и южной части Ереванского уезда при поддержке правительства. 1 000 000 рублей на продовольствие, комиссары, милицию
пункты помощи. Однако фундамент республики оставался шатким. Восстановление требовало десятилетий. Мусульманское население было враждебно, а репатриация мусульманских беженцев усилила уязвимость южного фланга. Азербайджан, возмущенный событиями апреля-мая через Текинского, призывал к сопротивлению и прекращению поставок нефти от британцев. Позже армянские формирования на юге Нахичеваня вытеснят. Ситуация в регионе будет очень шатким. В результате армянские подразделения будут вынуждены оставить Нахичевань в конце июля 1919 года. При провозглашении независимости Первой Республики Армения в мае 1918 года ее население включало множество беженцев из Западной Армении, переживших геноцид. Весной 1917 года Первый конгресс западных армян попытался организовать беженцев. Некоторых из них в 1916-17 годах временно вернулись в свои дома, когда часть Западной Армении была под контролем России. Однако после Российской революции, развал Кавказского фронта и наступление османских войск вынудил их вновь бежать на восток, что подорвало созданную организацию. В декабре 1918 года Межпартийный совет западных армян создал комиссию для подготовки второго собрания. Вторая конференция западных армян прошла в Ереване 6 по 13 февраля 1919 года. Конференция приняла резолюцию 12 февраля 1919 года. Второй конгресс западных армян, изучив текущее положение армянского народа. Первое. Искренне приветствует и высоко оценивает независимость свободной и объединенной Армении. Второе. Провозглашает свою твердую решимость и волю к созданию единого политического и государственного образования путем объединения земель и народа всей Армении. Третье. Поручает избранному исполнительному органу активно работать совместно с Кабинетом и законодательным органом Араратской Республики для провозглашения независимости объединенной, свободной Армении и в целях достижения всенародного единства участвовать в административных и законодательных институтах. Исполнительный орган из 9 человек был уполномочен воплощать решения Конгресса до формирования объединенного правительства. Его ходатайство одобрило коалиционное правительство, сформированное Даштак-Тютюн, и Народной партии 25 февраля 1919 года. 26 мая 1919 года Кабинет министров принял декларацию об объединенной Армении, а 27 мая уполномочил исполнительный орган выбрать 12 депутатов для парламента Объединенной Армении. 28 мая 1919 года, в первую годовщину республики, премьер-министр Александр Хатисян зачитал декларацию на торжественной церемонии в парламенте. Для восстановления целостности Армении и обеспечения полной свободы и процветания ее народа. Правительство Армении, следуя твердой воле и желанию всего армянского народа, провозглашает, что с этого дня разделенные части Армении навсегда объединены в независимое политическое образование. Теперь, провозглашая этот акт объединения и независимости исконных армянских земель, расположенных в Закавказье и Османской империи, правительство Армении заявляет, что политическим устройством Объединенной Армении является Демократическая Республика и что оно становится правительством Объединенной Республики Армения. Таким образом, народ Армении отныне является верховным господином и хозяином своей объединенной родины, а парламент и правительство Армении выступают в качестве верховной законодательной и исполнительной власти, объединяющей свободный народ Объединенной Армении. После овации Хатисян пригласил 12 депутатов от западных армян занять места в парламенте. Ваган Крамаян от их имени обещал активное участие в управлении. После речей президента парламента Аветика Саакяна, католикоса Георга V, и поздравления от представителей Грузии, Азербайджана, Карабаха и других, Хатисян зачитал декларацию перед толпой с балкона парламента. Декларация, призванная выразить единство армян и их стремление к воссоединению исторических границ. Вместо этого усилила разногласия между турецкими и российскими армянами, а также между дашнакскими и антидашнакскими лидерами. Изменение позиции Народной партии вскоре после торжеств подорвало коалиционное правительство.
После провозглашения независимости Армении в 28 мая 1918 года парламентские выборы не проводились сразу из-за войны, голода и блокады. Временно расширили Армянский национальный совет в Тбилиси, создав парламент Армении с 46 депутатами, 18 от партии, по 6 от социал-демократов, народников и эсеров, 2 беспартийных, плюс 8 от меньшинств, 6 татар, 1 русский, 1 езид. Председателем стал Аветик Саакян. Вскоре парламент не отражал настроение страны, и в июне 1919 года провели выборы, выявившие внутренние противоречия, включая раскол между западными и восточными армянами. После геноцида 1915 года беженцы из Османской империи осели в Восточной Армении, но были отрезаны от политики. На Парижской конференции 1919 года Армению представляла делегация Аветиса Агараняна, но западные армяне поддержали национальную делегацию Пагоса Нубара Паши. Западные армяне считали Республику Армении Араратской республикой, а настоящую в Западной Армении. На начальном этапе существования Республики Армения западные армяне держались в стороне от государственных дел. Это проявлялось во многом. В государственных учреждениях было относительно мало чиновников из числа западных армян. Молодежь Западной Армении уклонялась от призыва в армию. Западные армяне скептически относились к другим государственным обязанностям и в целом чувствовали себя неуютно в республике. В Париже национальная делегация во главе с Пагосом Нубаром Пашой пользовалась у западных армян большим авторитетом, чем правительство Республики Армения. Словосочетание «Республика Армения» было неприемлемо для многих. То, что существовало, они называли просто Араратской республикой. Пишет деятель партии Симон Вратян. Как сказано было выше, в феврале 1919 года в Ереване созвали второй конгресс западных армян. Организаторы, включая Крикора Булгаряна, в январском заявлении отметили: «Многие имеют право говорить от нашего имени, но если какой-то голос должен быть услышан в борьбе за наше справедливое дело и защиту наших прав, это наш голос». Формулировка и представление наших политических идеалов стоит перед нами прямо сейчас, в этот самый момент. Все наши последующие проблемы остаются нереализованными. Сейчас самое время забыть о них, чтобы увидеть великую историческую проблему, поставленную перед нами, которую мы должны решить. Конгресс провозгласил независимую объединенную Армению, уполномочил Пагоса Нубара Пашу созвать сессию и поручил исполнительному органу сотрудничать с парламентом Араратской республики. Однако раскол не преодолели. В парламенте оппозиция, народники, социал-демократы и эсеры критиковали партию. 28 февраля 1919 года в зале произошли беспорядки. Как только сессия была открытой, из зала раздались выкрики: «Мы не хотим такого парламента, мы требуем выборного парламента. Самозваные депутаты, уходите», писала газета «Занг». Председатель прервал сессию, а заместителя Зубяна стащили с трибуны. Эсеры обвинили партию за то, что она борется с другими социалистическими партиями в парламенте. Инцидент показал исчерпанность парламента. 31 мая 1919 года приняли новый избирательный закон, пропорциональная система, закрытые списки, тайное голосование для граждан старше 20 лет, мужчин и женщин. Парламент 80 депутатов. Для проведения выборов были созданы центральные, губернские, региональные, муниципальные, сельские и местные избирательные комиссии. Центральная комиссия назначалась парламентом Армении, а остальные – вышестоящими комиссиями. В апреле парламент приостановил работу, передав полномочия правительству. Выделили 200 тысяч рублей на выборы. День голосования – 21 июня. В апреле решили отпраздновать годовщину независимости и принять заявление по объединению. Члены исполнительного органа присоединились к депутатам. Хотя Симон Вратян пишет, что церемония была встречена восторженными аплодисментами публики, она вызвала недовольство и повлияла на выборы. Симон Вратян пишет, что газета народников «Жоговурт» сначала писала: «Да здравствует объединенная, независимая и свободная Армения». Но позиция изменилась после возвращения Самсона Арутюняна. Вскоре стало известно, что действия народников были продиктованы из Парижа. Пишет Симон Вратян. 11 июня газета «Голос народа» опубликовала заявление: «Мы жалуемся, послушайте», осуждая партию и предлагая: Согласно лозунгу акта 28 мая, вы должны сформировать Временное совместное правительство для объединенной и независимой Армении. С этой целью
целью правительство Кавказской Армении должно немедленно начать переговоры с делегацией Пагоса Нубара и сформировать совместное временное правительство и парламент по взаимному согласию, которому оно передаст право вести текущие дела, пока народ Объединенной Армении не получит возможность создать свое законное правительство. Писала газета. Партия отклонила предложение. Народники вышли из коалиции и бойкотировали выборы. Граждане, не участвуйте в предстоящих парламентских выборах, тем самым выражая свой решительный протест против акта 28 мая партии, который нанес серьезный удар по принципам права и народного представительства. Да здравствует свободная и объединенная Армения! Да здравствует парламентаризм, долой олигархию партии! Писала газета. Некоторые западные армяне критиковали включение 12 членов в парламент, называя их паразитами. Несколько дней в газете «Вантос» крупными буквами печаталось: «Долой 12 турецко-армянских паразитов, вошедших в парламент». К бойкоту присоединились рамковары и организации. Конгресс и акт углубили раскол. Общество воспринимало парламент как дом болтунов. Депутаты подражали европейским законам, не учитывая реальность. Они подражали обычаям и законам передовых стран и довольствовались этим, потому что посредственные силы не позволяли им углубляться, искать, соответствуют ли эти законы духу и традициям народа, времени, месту и условиям. И часто эти очень красивые законы оставались непонятными и недоступными, просто написанными на бумаге. Даже с трибуны парламента многие ответственные лица, такие как члены бюро, предлагали: «Сожгите эти ваши гнилые законы, уничтожьте законодательные книги и установите революционное право». Писал Рубен Терминасян. Народники бойкотировали, осознавая слабые шансы. Пагос Нубар телеграфировал католикосу, отвергая легитимность выборов. Пагос Нубар советовал западноармянским жителям республики, что их участие в выборах неуместно, и они должны воздержаться от выборов. Весьма вероятно, что противодействие Нубара всеобщим выборам в Армении сыграло решающую роль в запоздалом решении народников отказаться от участия в избирательной кампании. Кампания партии фокусировалась на социальных проблемах. Единая и независимая Армения – вся власть трудовому народу. Эсеры участвовали, критикуя партию за отсутствие реформ. Партия социалистов-революционеров неустанно борется против всех тех элементов, которые своими действиями ведут народ к гибели. Сегодня с трезвостью и опытом прошлых примеров рабочий класс отдаст свой голос доверия списку номер 3 партии социалистов-революционеров, которая равно защищает интересы всех угнетенных масс и сделала благородную идею солидарности народа краеугольным камнем своей внешней политики. Писала газета эсеров 22 июня 1919 года. Голосование длилось 3 дня, с 21 по 23 июня. Зарегистрированные списки: номер 1 Даштак Тютюн, 120 кандидатов, номер 2 Народники, 65, номер 3 эсеры, 35, номер 4 Курдские, 2, номер 5 Ассирийцев, 3, номер 6 Крестьянский союз, 18 и номер 7 Мусульманский. Результаты: Даштак Тютюн набрала 230 271 голос, 72 депутата, эсеры 13 239, 4 депутата, мусульмане 8187, 3 депутата, Крестьянский союз 4224, 1 депутат, Курдский набрал 1305 голосов, 0 депутатов, Народники набрали 481 голос, 0 депутатов, и ассирийцы набрали 173 голоса, 0 депутатов. Сразу после выборов Национальное собрание второго созыва потребовало от Александра Хатисяна, занимавшего тогда пост премьер-министра, сформировать новое правительство. Новый кабинет был утвержден 10 августа 1919 года и включал в себя следующих членов: Александр Хатисян, премьер-министр Республики Армения и министр иностранных дел; Абрам Гюляхданян, министр юстиции Республики Армения и министр внутренних дел; Саркис Араратян, министр финансов и снабжения; Аветик Саакян, министр общественного презрения, министр земледелия и государственного имущества; Никола Габалян, министр просвещения; Христофор Араратян, военный министр. Все, кроме военного министра, были членами партии Даштак Тютюн. Христофор Араратян был беспартийный.
В конце 1918 года Армения и Азербайджан оказались в состоянии острого конфликта из-за спорного статуса двух приграничных областей – Карабаха и Зангезура. Обе республики претендовали на эти территории, и ни одна из сторон не хотели идти на уступки. Азербайджан обладал преимуществом в вооруженных силах и более легким доступом к горным районам. Однако большинство армянского населения Карабаха и Зангезура стремилось к объединению с Арменией. К концу 1918 года в центральном Зангезуре с господством армянских войск под руководством генерала-майора Андроника действовала армянская гражданская администрация и ополчение. В Карабахе после ухода турецкой дивизии Джафара Бека Джавидбека было сформировано временное армянское правительство, мэр Шуши и военные представители каждого из 4 субрайонов – Варанда, Хачена, Джраберда и Дизака организовывали местное самоуправление. Однако эта администрация находилась под надзором британской миссии в Баку генерала Уильяма Томпсона, прибывшим в этот регион по решению Антанты. Изначально армянское население встретило британские войска в Закавказье с одобрением. Генерал Томпсон, прибыв в Баку в декабре 1918 года, пообещал справедливое урегулирование вопросов Карабаха и Зангезура и направил майора Гиббона для помощи армянским беженцам и подготовки возвращения части из них в Нахичевань. Однако британские командиры быстро сменили подход. После короткого периода неуверенности генерал Томпсон и его преемника полковника Дигби Шатворта встали на сторону азербайджанских претензий и потребовали от местного населения признать юрисдикцию азербайджанского правительства под руководством Фатали Хана Хуйского. Британскую политику в Закавказье определяли в том числе геополитические соображения, поскольку Британия управляла огромной колониальной империей с миллионом мусульманских подданных. Она стремилась заручиться поддержкой первого в современной истории светского мусульманского государства. Британские стратеги считали, что укрепление Азербайджана уменьшит влияние панисламизма и пантюркизма и ограничит проникновение остатков Османской империи. В лондонских кругах рассчитывали, что территориальные притязания Армении будут удовлетворены за счет других районов Турции, а Карабах и Зангезур можно будет компенсировать Азербайджану. Кроме того, отмечали важность бакинских нефтяных месторождений. Экономические выгоды от нефти делали поддержку Азербайджана привлекательным решением для Лондона. Весной и летом 1919 года шли тяжелые переговоры между армянскими представителями в Карабахе и азербайджанским правительством. Баку и Армения обменивались предложениями об урегулировании, но азербайджанцы неоднократно меняли условия. Когда весной 1919 года премьер-министр Азербайджана Насиб Бек Усубеков согласовал с армянской стороной проект договора, бакинская власть пересмотрела его в свою пользу и направила новый текст в Карабах. Это вызвало возмущение армянских делегатов. В ответ Совет Карабаха направил одного из своих секретарей, Нарсеса Насибяна, в Баку для настаивания на первоначальных условиях и консультации с представительством Армении Тиграном Бекзадяном. 12 августа 1919 года в селении Шош открылся 7-й съезд Карабаха. Заседание началось в воинственном духе. На нем признали резолюцию, осуждающую последние события. Армянские делегаты отложили подписание соглашения и заслушали обращение от духовенства с призывом к переезду заседания в Шуши и выработке примирительной позиции. Съезд единогласно отверг этот призыв. 14 августа губернатор Карабаха Хосровбек Султанов, до того направивший своих эмиссаров, предъявил делегатам ультиматум: либо принять проект бакинского правительства в течение 48 часов, либо Карабах будет покорен силой оружия. В ответ армяне Карабаха констатировали невозможность получения помощи извне. Когда к съезду вернулись Нарсес Насибян и Тигран Бекзадян, они сообщили, что правительство Армении по просьбе карабахцев обещало лишь моральную поддержку, а на деле советовали самим обороняться. По итогам обсуждений съезд принял решение формировать комиссию для разработки планов обороны на случай, если армяне продолжат сопротивление. Однако уже 15 августа, убедившись в том, что финансовые и материальные ресурсы исчерпаны и без альтернативы, делегаты наделили 15 человек из своего состава полномочиями заключить соглашение с Султановым. В то же время они поручили Карабахскому совету организовать комитет самозащиты на случай нарушения согласованного мирного решения. Окончательные переговоры
состоялись 22 августа 1919 года в Шуши. На публичной церемонии представители Армении и Азербайджана торжественно провозгласили договор, на котором армянские делегаты поставили свои подписи. Хотя Султанов заявил, что с этого момента начинается новая эра в жизни Карабаха, фактически соглашение закрепляло подчинение региона Азербайджану с рядом особых условий. Основные положения временного договора были таковы. Соглашение носит временный характер до решения Парижской мирной конференции, которому обязуются подчиниться обе стороны. Горный армянский сектор Карабаха временно признается частью Азербайджанской республики. Регион сохраняет особый административный статус. При этом управление в армянских районах осуществляется преимущественно армянами с учетом прав меньшинств. Создается паритетный совет «Армяне и мусульмане», который может рассматривать и обжаловать решения власти и вносить законодательные предложения. При губернаторе вводится должность армянского помощника, кандидатуры на которую предлагает армянская сторона. Армянам гарантируется культурная автономия и право самостоятельно решать вопросы образования и культуры через национальные органы. Объявляются гражданские свободы с ограничениями военного положения, а также амнистия и право беженцев на возвращение. Разоружение населения откладывается до международного решения, несмотря на формальный запрет вооруженных формирований. Азербайджан обязуется восстанавливать разрушенные населенные пункты, обеспечивать безопасность и оказывать материальную помощь региону. Результатом августовского соглашения стало фактическое подчинение Карабаха властям Азербайджана. Вскоре по договору был назначен армянский помощник губернатора Гига Калантарян, и в советы при генерал-губернаторе вступили 3 армянских представителей. Дороги вновь открылись для сообщения с остальным миром, и экономическая изоляция была снята. Однако многие армяне Карабаха восприняли это соглашение лишь как вынужденную меру. Уже через несколько дней после подписания бакинская пресса сообщила об ожидании скорой интеграции других регионов Закавказья. Мехмед Эмин Расулзаде, лидер партии Мусават, в газете «Азербайджан» 28 августа 1919 года приветствовал освобождение Карабаха от упрямых соседей и выразил надежду, что вскоре аналогичным образом удастся урегулировать и статус Зангезура. Таким образом, к концу лета 1919 года Карабах фактически отошел под управление Азербайджана, а Армения осталась лишь с обещаниями предоставить карабахским армянам широкую автономию. Это означало, что Азербайджан устранил главную преграду на пути к расширению своего контроля и мог надеяться распространить свое влияние дальше на запад. В то же время статус Зангезура оставался нерешенным и вскоре стал следующей ареной столкновения интересов. Зангезур в зимний период 1918-19 годов оказался изолирован от центральной Армении. Дороги замело снегом, а между руслом Аракса и высокогорными районами располагались мусульманские опорные пункты. Последствия Великой войны, голод и эпидемии усугублялись наплывом десятков тысяч армянских беженцев из соседних районов, прежде всего из Нахичевани. Ситуация была критической. К концу 1918 года в Зангезуре скопилось около 30 тысяч человек, страдавших от холода и голода. Местные власти обратились за помощью к британцам. 23 декабря в Гарисе собрался чрезвычайный совет командиров ополчения и беженцев. Они пришли к выводу, что в таких условиях выждать до весны и надеяться на доставку армянской гуманитарной помощи – единственный возможный путь решения кризиса. Британский лагерь выделил лишь скромные ресурсы. Майор Гиббон привез ограниченный запас продовольствия и 1 миллион рублей, собранный армянами Баку. К концу февраля 1919 года генерал Андроник, измученный затяжной осадой и беспокойством о судьбе беженцев, заявил британским войскам, что больше не может оставаться в Зангезуре без дела. По приказу генерала Томпсона Гиббон предложил Андронику вывести его отряды через Карабах, двигаться ненаряженными конями и оставив оружие на складах, откуда их бы отправили на Кавказскую железную дорогу у станции Эвлах, а дальше поездом в Тифлис. Андроник отказался от этого плана. Он не хотел расставаться с конницей и полагал, что такой марш оставит его людей без средств к существованию, а оружие прямо в руках азербайджанцев. После длительных раздумий, учтя опасность и расположение сил, Андроник решил снежной дорогой уйти в степи Ереванской губернии. 22 марта 1919 года Андроник оставил Гарис и провел свой особый ударный отряд через Сисиан в горы Арагаца. После 3-недельного перехода, преодолевая заснеженным снегом склоны, идущие на юг вершины перевалили и 14 апреля достигли железнодорожной станции Арарат. Его
Его там встретили армянские чиновники. Помощник военного министра Армении и прапорщик Саркис Манасян предложили перевести уставших бойцов поездом в Ереван. Однако Андроник отказался от торжественного приема в столице. Он испытывал обиду на правительство Качазнуни, которое, по его мнению, не оказало должной помощи Зангезуру. Вместо этого он остановился в Эчмиадине, считая его нейтральным церковным центром. Андроник рассчитывал, что британцы с его помощью вернут тысячи армянских беженцев в родные места, но британское командование не одобрило таких планов. Более того, англичане отказались присоединить особый отряд Андроника к своим войскам в Зангезуре. Пройдя через долгую выматывающую кампанию, генерал распустил ополчение. Множество бойцов вступили впоследствии в регулярную армию Армении, но сам Андроник с ближайшими помощниками отправился за границу – в Турцию, Францию, Англию и затем в США. Он пытался убедить правительство союзников начать военную операцию по освобождению Западной Армении. Однако ниоткуда не добился поддержки. Оставшись жить в США, Андроник умер в 1928 году в далекой Френце, Калифорния, так и не увидев возвращения на родину. После ухода Андроника Зангезур оказался уязвим для притязаний Азербайджана. Обстановка обострилась, когда при поддержке британского генерала Томпсона Хосровбек Султанов был назначен генерал-губернатором Карабаха и Зангезура. В ответ на просьбы местных армян о помощи правительства Качазнуни направило в регион подполковника Арсена Шахмазяна в качестве комиссара со специальными поручениями. Прибыв в Горис в марте 1919 года, Шахмазян реорганизовал местное самоуправление в региональный совет Зангезура и Карабаха. Совет сформировал общий штаб, назначил командиров для 5 военных районов и передал гражданскую администрацию Николаю Овсепяну. Армянское население было решительно настроено защищать регион и сопротивляться не только азербайджанцам, но и принудительным требованиям британцев. Весной 1919 года британский генерал Шатворд несколько раз пытался заставить Зангезур признать власть Султанова. Получив отказ, он вернулся с бронеавтомобилями и пригрозил применению авиации. Однако угрозы лишь сплотили армян. В ответ на давление начались массовые демонстрации, а повстанцы заняли боевые позиции. Осознав бесперспективность силовых мер, британское командование 19 мая покинуло горный регион, отступив к Шуше. Попытки майора Монка Мейсона в мае 1919 года также не увенчались успехом. Он предлагал продовольствие и безопасность в обмен на подчинение Азербайджану и допуск мусульманских пастухов в пастбища. Зангезурцы отвергли эти условия, и 18 мая британская миссия окончательно покинула область. В итоге армяне Зангезура сохранили фактический контроль над краем под управлением собственного совета. Несмотря на внешнее давление, Зангезур остался независимым до дальнейших международных переговоров. В то же время Карабах временно вошел в состав Азербайджана, хотя обещанная ему автономия осталась лишь декларацией.